Всех приветствую! С вами снова Исаева Мария, и сегодня мы с вами поедем гулять в хорватский город Самобор, который находится в 30 километрах от Загреба и в 10 километрах от славянской границы. Поэтому автомобили, которые вы видите справа, они стоят в очередь все на славянскую границу. Итак, доехать в Самобор можно на автомобиле, можно доехать на автобусе, который едет с автобусного автовокзала. Время автобуса в пути примерно где-то 50 минут. И есть еще парочка рейсовых автобусов из центра Загреба. Итак, мы подъезжаем уже в город, и сейчас мы будем выходить на прогулку. Самобор не так давно отметил свой день рождения, городу 780 лет. В Самоборе я была первый раз, и у меня было ощущение, что я попала совершенно в какой-то другой мир, потому что архитектурно город очень сильно отличается от Загреба, несмотря на свою близость с Загребом. Я согласна с тем утверждением, что Самобор очень похож на Словению. А это так называемый Дом культуры Самобора. Тут показывают кино, вот даже висят афиши нового хорватского фильма. И, как говорят местные, цены на билеты в кино здесь гораздо приятнее, чем в Загребе. Поверим нас. Идем дальше гулять к центру. Сейчас посмотрите, какая очень солнечная погода. Начало ноября в Хорватии очень тепло и очень мягко. Это самое узнаваемое, самое популярное место Самобора, площадь Короля Томислава, площадь пешеходная. На ней очень много кафе, любят отдыхать и туристы, и местные. Сейчас мы с вами увидим церковь Святой Анастасии, финальный вариант, который был построен в 17 веке. К сожалению, колокол постигла участь, как и многие колокола того периода. Его перелили на пушку во время Первой мировой войны. После войны колокол вернули обратно. Это источник питьевой воды. Обратите внимание, какой он очень красивый, очень интересно оформленный. Это тоже визитная карточка Самобора. Обратите внимание, какая чистота, ухоженность в городе. Отсутствует граффити. Например, в Загребе весь центр города просто, скажем так, украшен граффити. Здесь чистота, уют, порядок, такая милая, уютная Европа. Вокруг Самобора очень много трасс для людей, которые увлекаются хайкингом. Трассы разной сложности, разной направленности. И на домах есть вот такие вот таблички с направлением. Например, указатель на пещеру час 15, до Сланы Дола 3:15. Есть указатель, где можно пройти, поэтому вот на такие таблички можно обращать внимание. В Загребе больше популярна гора, куда можно ходить, там тоже трассы разной сложности. И идем дальше. Это обычные жилые дома. Вот так в маленькой улочке разные интересные решения дверей, то есть совершенно старый дом и какие новые красивые двери. Или вот такая вот дверь. Сначала мне было непонятно, это окно или дверь, а вот такая вот она, дверь оказалась. Идем дальше. Совершенно случайно в этой маленькой улочке мы встретили магазин, нашли точнее магазин, где продается, скажем, фирменный самоборский ликер. Постучимся туда. Так, бермет – это крепленное вино, приправленное ароматными травами. Муштарда – это горчица с сильно выраженным фруктовым вкусом. Производство вина и горчицы принадлежит уже несколько поколений одной семье, им же принадлежит этот магазин. Это, скажем, такая визитная карточка все-таки Самобора. Нас любезно угостили своей продукцией. Немножечко поговорили о том, что сейчас стало приезжать больше иностранцев в Самобор, и Самобором стали больше интересоваться, и из Загреба стали тоже все чаще приезжать именно на выходной.
самобор сейчас стал таким, скажем, очень популярным направлением, и продукцию тоже отправляют в разные города и страны. Imam grožđice, rogače, smokve, praline unutra. I Sveta Nedjelja, tamo. Там. Da, tamo mogu da gledate. Ima pred 3000. Понравился ли вам формат такого видео? Стоит ли рассказывать более подробно или просто общий охват и картинка вам понравились больше? Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, чтобы в следующий раз я понимала, что вам интереснее, как снять, и нужно ли рассказывать что-то подробнее. Всего спасибо!